Работают все радиостанции. Мы в эфире на Фейсбуке и Ютубе. Шалом, секта Анкап Акбар. 11 утра, 22.02.2025. И это значит, что мы с Владимиром Золотаревым в эфире. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. И нас уже ждут люди, ждут с вопросом, Владимир. И вопрос, он же вообще, Владимир, как вы могли? Ну ладно, я там человек, покусанный национал-патриотами, там, примкнувший к прогрессивной общественности, давно уже опорочил славное имя ведущего либертарианского канала, и вообще имя Анкапа, и все я опозорил, и всех хамлов, всех посылаю, но вы, Владимир, ну вы что как могли? Ну ладно, на меня там жалобы в либертарианском райкоме лежат пачками, в Анкаповском. Но вы же аксакал, можно сказать, генеральный секретарь всей анкаповской тусовки. И так вот выступили. Прямо даже не знаю. Как вы могли так подвести своих слушателей? Поэтому у людей уже и вопросы возникают. Ну ладно, мы опустим то, что ваш пост был о другом, и люди читают жопой. Хрен с ними. Я-то уже привык. Люди читают жопой, это нормально. Но вот вопрос возник. То есть Золотарев хочет дальше продолжать войну? Спрашивают нас. Ждем детальных пояснений поста в Фейсбука. Требует от нас Конечно, вся общественность. Я хочу продолжать войну до победного конца, так сказать, до там, смерти товарища Путина, распада России и так далее. Другое дело, что не я это решаю, во-первых. Во-вторых, как бы речь шла совершенно о другом. Вот. Но и главное, чего эти люди не понимают, они не понимают, что есть не только цена войны, но и есть цена мира. Вот. И, скажем так, в ситуации, когда фронтик у вас рухнул, да, ну там, к примеру, орки заняли Киев, например, да, еще что-нибудь такое случилось, вот, то у вас одно мирное соглашение, а в ситуации, когда, к примеру, фронт стоял, не двигался, и в итоге вынуждены были, так сказать, стороны просто подписать какой-то мир, это соглашение совершенно другое. И они по своим последствиям, как бы, ну, мягко говоря, отличаются. Вот. При этом я сейчас не объясняю совершенно, как бы не полемизирую, скажем так, с теми, кто там пытался мне какие-то претензии предъявлять, потому что, как было сказано, ну, они читают жопы, то есть они видят то, что они хотят видеть, они боятся мобилизации, я их в этом смысле понимаю. Вот. Они от нее уклоняются, тоже опять-таки понимаю. И приветствую, поддерживаю, потому что, ну, конечно, никакой честный человек такой мобилизации подвергаться не должен. Если она существует, то он должен, значит, от нее прятаться. Но это все не меняет, как бы, не имеет, точнее, отношения к тому, о чем я говорил. Так вот, возвращаясь, так сказать, к цене мира, да, вот, то есть, как я уже сказал, один мир – это когда у вас относительно все было хорошо с военными действиями, но вот просто стороны решили, так сказать, что хватит там, или Трамп там надавил, или еще какие-то факторы, неважно. Вот, а другая, когда вы вот тупо проиграли уже совсем, да, и здесь надо понимать одну простую вещь, что мы имеем войну не между государствами, с точки зрения Путина, да, как, ну вот он воевал бы, например, даже с Польшей. Да, даже с Польшей, вот они повоевали, там мирно потом как-то заключили какой-то мир, там чего-то там Путин отжал или наоборот не отжал, неважно. То есть все это закончилось, и вот они там дальше как-то себе копошатся. Войны же нет, понимаете, есть специальная военная операция. Против кого проводится специальная военная операция? Много раз об этом говорилось, но почему-то это так легко забывается. Они проводятся против взбунтовавшихся провинций. То есть Украина для Путина не существует как какое-то государство, с которым вообще можно там какие-то дела иметь, там какие-то договора заключать, тем более их соблюдать. Но вот один народ, понимаете? Один народ. То есть здесь живет один народ,
который там поддался пропаганде, значит, вот этих вот всех западных доброхотов, которые здесь его, значит, намутили, и вот он теперь, ну, типа, случайно получил там как бы независимость, да, но на самом деле это один народ, вот, и мы его теперь обратно возвращаем, так сказать, в лоно своей родины, в лоно своей родины. То есть это сбунтовавшаяся провинция, с которой, против которой идет карательная операция. Вот. И, соответственно, когда она заканчивается, эта карательная операция, то есть, то, собственно говоря, проигравших карают. Она для этого там, собственно говоря, проводится. Вот. То есть, если мир у вас, грубо говоря, плохой, то вас будут карать. И не надо думать, что там кто-то, условно говоря, от этой кары там, ну, как-то спрячется или еще что-то. То есть Бортниковы разные там, и все эти наши Скобеевы месячные, как они там, и Нины Соколовы, да, они все свалят, а карать будут вас и нас. Вот. Потому что будет список, будет, так сказать, ну да, там Портников свалил, этот свалил, значит, тот, ну а план-то надо выполнять, да, то есть, ну, вот, будет ловить кого попало, кто там хоть раз где-то в Фейсбучике, значит, сказал, что Путин хуйло, вот они все пойдут, значит, под раздачу. Ну, а сейчас будет уже, конечно, поздно там удалять ваши посты, вот, потому что все, потому что, так сказать, эти рукописи не горят, вот, рукописи не горят. Я просто, ну, в данном случае вот обращаюсь сугубо к шкурным как бы вопросам, потому что все остальное, там, перспективы, там, какие-то будущего развития, бла-бла-бла, это мне скажут, ну, это ты там, значит, гонишь там какую-то фигню, вот, так сказать, а говорю чисто о шкурных обычных вещах, да, то есть, ну, будет проведена как бы чистка, ну, как бы никто ж не отменял там денацификацию, да, а почему вы думаете, что под нее не попадут люди, так сказать, ну, кто попало, как это обычно бывает, да? Она же будет проводиться, будет, вот, там, дегазация, дезактивация, денацификация, вот, все это будет, значит, обязательно исполнено в случае, скажем так, плохого мира, каким-нибудь, особенно местным, значит, марионеточным правительством, вот, которое будет, правда, стараться, как это всегда было в Украине, где всегда бежали впереди паровоза, то есть и люди отсюда текали в Москву, потому что здесь было хуже, потому что здесь как бы власть советская, но она была более лютая, потому что она старалась, так сказать, выслужиться всегда перед Кремлем. Это будет дальше то же самое. Дальше то же самое. То есть, условно говоря, не думайте, что здесь будет какая-то жизнь, и что вам, к примеру, там границы откроют. Вот. А как вас тогда ловить, если вам границы открыты? Границы будут открыты для избранных, да, вот, там, для Портниковых разных, там, им дадут драть, вот, потому что надо будет бороться еще с украинской оппозицией и всякими правительствами в изгнании, там, и прочее, прочее, прочее. Для этого они должны быть. Вот. Ну, чтобы вас тут контролировать, то есть нужны поводы, то есть нужны какие-то бандеровцы там и так далее. Вот, поэтому это даже не Чечня, понимаете, потому что люди как бы, ну, с Кавказа, это инородцы, да, как они, ну, они их считают. Да, они в составе там Российской Федерации, вот, они там с ними воевали, но это как бы вот инородцы, мусульмане и так далее, то есть с ними, ну, теперь Москва платит им дань, да, теперь у них Кадыров там и все такое прочее. Вот здесь этого не будет, потому что это один народ. Это один народ, этот один народ в назидание, так сказать. То есть все это делается для внутреннего, конечно, потребления прежде всего. Вот. Любая война и нынешняя тоже, то есть ее цели основные это как бы внутреннее потребление. Вот внутреннее потребление, вот в назиданиях для внутреннего потребления будет вот обязательно в случае плохого мира, да, в случае не любого, плохого мира, то есть полностью проигранной войны, вот, будет как бы вот обязательно такая порка, так сказать, показательная, куда все, вот, безусловно, кто смотрит, так сказать, вот сейчас меня там с Украины или там пишут там всякие гадости и так далее, все они под нее, конечно, попадут. Там в разной степени, понятно, там, но, тем не менее, так сказать, никто не уйдет от этого дела. Вот. Причем, ну, это не обязательно будут какие-то там прямые репрессии, ну, для кого-то будут, для кого-то нет, то есть это уже такое, да, но просто я как бы хочу сказать, что с чем мы действительно имеем дело, да, потому что все думают, что война, подписали мир, ну и пошли себе домой, значит, и вот дальше, значит, границы открыли, и мы все свалили. Ага, хрен.
Нет, этого не будет. Этого не будет. Вот. Особенно, еще раз говорю, в случае плохого мира. В случае плохого мира будут всех тут козлить, так сказать, по полной программе. Вот. Теперь, значит, уже возвращаясь к теме, это было просто лирическое отступление для того, чтобы полную картину, так сказать, дать, которую вы забыли и думаете, что ее нет, да, что вот мир, и тут же все побежали по своим делам, значит, нет, нет. Плохой мир, значит, да, это может быть случай очень хорошего расклада, там, хорошего мира, условно говоря, то есть попыток там товарища Путина куда-то двигаться, значит, у него не выходит, там колбасят его, значит, вооруженные силы, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, и тут Трамп, значит, на них давит, они подписывают какой-то мир. То есть там уже дальше идут какие-то расклады, но это сугубо уже политическое, да, то есть там стоит ли верить товарищу Путину, понятно, что нет, да, будет ли новая война, понятно, что да, пока Путин там есть, значит, ну и вот все вот это вот, да, будет вот так. Вот. Соответственно, любой человек, который здесь живет, он так или иначе должен испытывать какой-то шкурный интерес к тому, чтобы плохого мира, по крайней мере, не было. Да, и для этого нужно, чтобы, условно говоря, фронт стоял. Так вот теперь мы переходим к этой самой, значит, продолжению войны, потому что продолжение войны эти люди, значит, однозначно отождествляют с мобилизацией. Вот что это одно и то же. Нет, друзья мои, это вы притягиваете, значит, сову на глобус, потому что это разные вещи. Вы прекрасно знаете, так сказать, мою позицию, и вот эти вот все вопли оставьте себе, пожалуйста. Вот. Пост мой тогдашний, значит, был просто-напросто констатацией того, что вот не надо бежать подписывать договор, да, а договор тогда предлагали, ну, я не знаю, кто так сказать, видел, но он видел, да, то есть, а кто нет, то нет, то я просто скажу, что вот как раз предлагали плохой мир. И о нем и шла речь, да, что вот бежать именно, подписывать именно сейчас то, что предлагает Россия, там с полным разоружением, там с контролем, значит, этих русских офицеров, значит, за вот этой всей процедурой. Не-не-не, нахуй, пожалуйста, нахуй, потому что это как раз и будет, пророссийское правительство в Киеве, нет, спасибо. То есть предлагался вот конкретно, значит, именно конкретный плохой мир, для которого нет никаких оснований его подписывать. То есть, потому что фронт стоит. Вот об этом шла речь, что и я бы сказал, что если, что давайте подписывать, если бы, я понял, что фронт вот там рухнет. Но опять-таки я тут не берусь говорить, что я там супер-пупер какой-то эксперт, да, я могу, конечно, вот ошибаться. Но то, что я видел, слышал, читал, вот, привело меня к мысли о том, что, значит, пока что там оно стоит и держится. Вот, но уже переходя к следующему шагу, это, собственно говоря, все, что я хотел сказать. Да? То есть в том посте вот это именно я и хотел сказать. Вот, что нет никаких причин подписывать плохой мир, условно говоря. Я просто не расшифровал, но я думал, это понятно всем. Потому что для меня это вещи очевидные, но оказывается нет. Оказывается нет, то есть никто не думает, что существует, так сказать, еще такая штука, как цена мира. Да? Вот, и что люди, видимо, не знали, что, значит, русские предлагают именно плохой мир, да, но раз фронт стоит, то подписывать его не надо. Вот, собственно говоря, суть, так сказать, моего поста. Он никак не связан с мобилизацией вообще, да. То есть мне скажут, вот если продолжать войну, то будет мобилизация. Я скажу, нет, друзья мои, если будет мобилизация, то мы проиграем. Мы проиграем, если вся эта хренотень будет и дальше это самое идти. Если будет и дальше ловить людей, там, и тогда, особенно в этих условиях, когда, значит, давит Трамп, когда Зеленский висит, значит, на волоске и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот, все это будет как бы вызывать все больше и больше недовольства людей. Вот, рассчитывать на это командирам как бы не приходится, а те, кто рассчитывает, они будут проигрывать. Они будут проигрывать, значит, и есть как раз вот этот шанс потерять фронт и в итоге получить плохой мир, так сказать, где вас всех будут там репрессировать самыми разными способами. Вот. И если уж там говорить о том, как
выиграть, условно говоря, эту войну, то есть, а выиграть эту войну, эта ситуация такая, когда сейчас в этих условиях, то есть, когда Путин тоже захочет как бы мира, да, потому что это уже другой вопрос, что сейчас он как бы его делает вид, ну, по крайней мере, он делает вид и очень успешно, вот, что он, как бы, мира ему не надо, это Трампу надо, ну, вот пусть Трамп, значит, там и старается, вот. Так вот, для нас будет, значит, в данной ситуации, скажем так, победа, да, там, это та ситуация, когда Путин тоже захочет мира, там, ну, ладно, уже хрен с вами, там отдавайте мне, значит, Кемскую волость, и вот, а все остальное уже как хотите, там уже там и так далее. Вот это будет победа. Вот. Так вот, для того, чтобы она была, да, то как раз с мобилизацией нужно завязывать немедленно. И потом еще нужно и, скажем так, Зеленскому, либо следующему президенту выйти, значит, там поклониться низко в пояс, вот, сказать, что это была трагическая ошибка, значит, вот они виновны, вот их головы, вот все, вот вон висят там еще дальше, еще 50 человек. Вот, вот оно все, больше этого не повторится никогда. Вот. А у нас контрактная армия, вот так, как они сейчас делают с молодежью 18-25, вот они там им платят, значит, миллион гривен, да, вот этих вот, то есть 20 тысяч долларов. Вот, там, не помню, 5, по-моему, на входе, остальные на выходе. Вот, на год. Да, ну, зашибись. Почему? Потому что люди, которые опять-таки пишут про то, что война может только, значит, быть, это, ну, с одной стороны, через воинский призыв, да, это, с одной стороны, либо люди, которые ничего не знают, вот, о том, как идет война, да, и какая война, и так далее, и так далее, и так далее. Либо это просто боты, которые, значит, там работают на правительство и, так сказать, тщательно пропихивают эту мысль. Потому что понятно, что в такой ситуации чисто экономически, да, то есть это как бы дармовой ресурс, и будет сверхпотребление этого дармового ресурса. То есть если вы только, ну, в качестве там командира рассчитываете на живую силу, то и думаете, что, ну, вам же пригоняют этих, значит, на убой, вот. И вы думаете, что этот ресурс как бы бесконечный, а он на самом деле не бесконечный, на самом деле он не дармовой, да, то есть это вот такая вот чисто экономическая ошибка, которая приводит, ну, как бы в результате к кризису, краху, как бы вашего производства. Если ваше производство это война, значит, ну, вот, пожалуйста, вы тогда проиграете с таким подходом, потому что, по крайней мере, в случае нашей страны этот ресурс как бы очень маленький, вот, ну, скажем так, не такой большой, как в России, вот, это чисто утилитарно, я сейчас вот, ну, как бы пытаюсь сказать, подход к этой проблеме, вот. И в итоге, конечно, вы проиграете, потому что с таким подходом как бы люди рано или поздно действительно заканчиваются. И, значит, командир, который привык там бросать на разные тупые, значит, задачи людей, которые вообще, ну, никаким боком и не умеют, и только вот отловлен там где-то был, вот, вот только вчера, а сегодня ему дали ружье или даже не дали, и вперед, вот, он, конечно, проиграет, но для войны, которая сейчас ведется, да, столько людей не нужно. Но даже, опять-таки, я говорю чисто утилитарно, да, отложив в сторону любые, так сказать, отсылки там, к этике там, и к другим каким-то вещам. Ну, вот, потому что с этической точки зрения там, или с точки зрения права понятно, что все это преступление. Ну, вот. И на этом как бы разговор заканчивается. Да? Вот. Но мне сказали, вот, там, а вот как же там, вот такая ситуация, вот там утилитарная. Вот. Но, как правило, бывает так, что утилитарный подход почему-то очень часто совпадает с подходом, так сказать, чисто этическим. Есть, конечно, там проблемы с утилитаризмом, вот, и лучше его, так сказать, всерьез не использовать, но для анализа, чисто для анализа риторики, вот в данном случае он годится. Вот. Так вот, с утилитарной точки зрения столько людей не нужно. Вся вот это, потому что люди думают, что воюют, что, ну, как бы неизбежно продолжение войны означает набор новых и новых, отлов, так сказать, их по кустам. Там нет, не означает. Нет, не означает. Если главное сейчас это дроны, да, то есть если удастся вот эту самую стену дронов, она там уже где-то есть, ну вот, сделать на всю людей фронта, а это вполне реально, то вам нужно гораздо меньше людей. Гораздо.
чем их нужно при войне а-ля Первая мировая, скажем так. Вот, где они сидели в окопах друг напротив друга, периодически бегали на пулеметы, так сказать, где их там уничтожали. Вот, собственно говоря, все как бы вот так вот она шла, это значит Первая мировая война. Вот. Поэтому и потери там миллионные и так далее. Сейчас этого делать не надо. Сейчас этого делать не надо, потому что война это мобильная, вот, и людей столько не нужно, и при наличии дронов, так сказать, вот, а сейчас пока что у нас, есть преимущество, вот, в отношении России в этой вещи, да, то есть мы можем тупо сидеть в обороне довольно долго, без потребности, реальной, я говорю, потребности вот в таком огромном количестве людей. Вот. И это, скажем так, моя позиция по этому поводу, да, которая лежит в основе моего утверждения, что вот в таких условиях война может продолжаться. В условиях продолжения как бы насильственного призыва она продолжаться не может. Она закончится и довольно быстро. Вот, потому что закончатся люди, потому что призыв, он создает ложные стимулы для этих самых командиров, которые будут воевать любишками. Вот. И у нас этих людишек в любом случае меньше, так что война закончится и плохо, как бы, потому что маленькая советская армия не выиграет у большой советской армии. Да? А если это уже хоть немножко не советская армия, да, если она воюет по-другому, она воюет более технологично и используют другие методы, скажем так, мотивации людей для того, чтобы они воевали, прежде всего денежные, вот, то тогда есть шанс. Тогда есть шанс на хороший мир, то есть на то, чтобы товарищ Путин, так сказать, тоже решил, что его нахрен. То есть, короче говоря, сделаю вид, что меня Трамп уговорил, и, значит, вот, потому что тут нет смысла, значит, уже ломиться, собственно говоря, вот как-то, но в любом случае он может сказать, что он победил. То есть ему-то главное вот это, да, то есть вот он победил, значит, Кемскую волость он отжал, вот, и отлично, СВО как бы это самое закончилось, вот. То есть вот такая позиция, она ничего общего не имеет с тем, что они там выдумали, потому что паника. Я понимаю, люди находятся в состоянии постоянного стресса, то есть прячутся от этого долбанного ТЦК. То есть, да, я понимаю, но голову надо включать тоже иногда. То есть, и прежде всего не приписывать другим того, чего они не говорили. Да? То есть вся эта, значит, публика очень любит других вот упрекать в том, что они там изобретают соломенные чучела, и тут они тоже, конечно же, попались в ту же самую как бы ловушку, вот, изобрели соломенное чучело и отважно с ним сражались. Тут пишут, что выезд из оккупированных территорий есть, какие там каратели. Дорогой наш зритель, вы просто не знаете, что творится на оккупированных территориях. Если к вам не прижимается в метро, это не значит, что метро не существует. В Крыму арестовано, в лояльном Крыму, который хорошо относится к России, уже больше 200 тысяч людей. Они сидят по всем тюрьмам по всей России. В Донецке и Луганской народных республиках больше 100 тысяч прошло через изоляцию и подвалы. Выехать в Мариуполе, в Мелитополе, в Бердянске сейчас есть тысячи пропавших людей, которых никто не знает, где они находятся. Скорее всего, они по подвалу. Их не регистрируют на зонах, они где-то выплывут. И репрессии идут. Да, кому удается выехать. В Мариуполь, например, даже можно вернуться, но не всем. Адвокатам, юристам, нотариусам. Они прилетают в Шереметьево, чтобы вернуться в Мариуполь, им ставится печать «Запрещен въезд в Россию» и отправляют обратно, в лучшем случае. В худшем садят в каталажку. То есть, если вы не знаете, что происходит на территориях, то лучше не говорить. Там действительно жопа. Посмотрите на Донецк. В 2012 году и Донецк сегодня, где нет воды, отопления и всего остального. Дело России не улучшать эти территории, а засрать и заменить население. И тут нужно сказать еще одну вещь, потому что вот наши все эти пацифисты в белых польтах, они почему-то считают, что это зависит от Украины. Нифига. А вы спрашивали, Россия и русские хотят заканчивать войну? Нет. Потому что это, больше того, русским выгодно дальше проводить эту войну. Любое подписание договора будет означать дальнейшее проведение войны.
И это естественно, потому что есть теория. Потому что эта война геноцидная. Это один народ, и они же не рассматривают украинцев и русских отдельно. Нет, это геноцид по отношению к людям. Потому что есть политика, которая давно утверждена, которая считает, что в России слишком много людей. Они не нужны. Их нужно уничтожить. И вот этот весь балласт, который живет в дотационных регионах, он нахрен никому не нужен. Поэтому он часто убивается. Из 95 тысяч официально подтвержденных с фамилиями убитых военных, еще 23 тысячи из ДНР и ЛНР. То есть из каждых 10 3 это зэки, 2 это ДНРовцы и ЛНРовцы. И еще 5 это из депрессивных регионов и нацменьшинств. Плюс, то есть нетрудно предположить, что весной начнется мобилизация на оккупированных территориях. И в армию заберут всех из Донецка, из Запорожской, из Херсонской области, они все пойдут в русскую армию, где их утилизируют. А на их место приедут люди из всякого зажопия русского. И таким образом будет происходить замещение населения и очистка этих всех депрессивных российских регионов. Это нормально, это политика. И это все будет продолжаться дальше и дальше. Никто не будет заканчивать войну. Задача России убить как можно больше людей. Вот и все. Там проблема только в том, что, потому что плюс ко всему у Путина ж вообще все хорошо. Они каждый день захватывают какую-то территорию, галочка ставится. А то, что при этом убивают там тысячи людей, ну и нормально. Всякий биомусор уничтожается, больше кислорода. Плюс для россиян война это лучшее, что было в их жизни для большинства русских из этих всех регионов. Деньги на гробовые, которые приходят, они их вообще никогда не видели таких сумм. Они за всю жизнь бы не заработали деньги, которые приходят за убитого там родственника. На эти деньги можно приехать в Мариуполь, купить квартиру и жить на море. Совершенно замечательная история. Люди, которые работают на военных предприятиях, они никогда не получали в жизни таких зарплат. У них тоже все хорошо. Поэтому окончание войны несет определенные проблемы. Этих проблем нетрудно посчитать. Это инвалиды. Кстати, калечь полки это очень удобная штука. Раненых отправил в бой, не надо их потом лечить. Потому что инвалид это нагрузка на бюджет, это нагрузка на социальную напряженность. То есть инвалиды тоже не нужны, их тоже утилизировали. Это совершенно бездушная, продуманная политика. И не нужно думать, что это кого-то не коснется. Все коснется. Если Украина капитулирует, пойдут дальше воевать. Потому что закончить войну физически Россия уже не может. Все. Они уже, кроме проигрыша, у них нет другого варианта. Они будут идти дальше. Так что любые попытки рассказывать, что можно каким-то образом закончить войну, не получится, потому что даже русские не будут ее заканчивать. Тут приехали американцы, да, трамповские, на переговоры в Валерьят. Ну и что? Они привезли такой... Я, кстати, обещал прочитать книжку Трампа по переговорам, я ее почитал. Не всю, потому что читать ее всю невозможно. Там... Вся книжка сводится к тому, что все вокруг гондоны, один я Д'Артаньян. Поэтому там все это к этому и сводится. Но там описывается главный принцип переговоров. Ты вначале жестко наезжаешь, а потом даешь решение проблемы, которая гораздо выгоднее жесткого наезда. Это мы и видели то, что было по отношению к Украине. Просто по отношению к Украине есть эти рычаги, и можно жестко наехать. Потому что так уж получилось. Украинская армия держится на снарядах натовского образца, потому что перешел переход на разведданных и на Starlink. И на ракетах Patriot, на оружии. То есть украинская армия полностью зависит от поставок из Америки. Поэтому ужасный конец можно представить и наехать, и давить дальше, а потом получить выгодную сделку. К россиянам нет инструментов давления, у американцев нет. Потому что першингом по Москве не будет. Сказали сразу. Американских войск в Украине не будет. То есть все, инструментов нет. Товарооборота с Россией нет. То, что Трамп любит всех пугать пошлинами, никаких пошлин по поводу России быть не может. Потому что нет торговли. Какая пошлина? Видите 100% пошлину на водку, ну и что? Она ничего не влияет. Или 100% пошлину на черную икру, и что? Так что, поэтому приехали американцы, им россияне нассали в глаза, обосрали и отправили обратно. И все, на этом и закончилось.
Поэтому тут ничего не будет. Ну, опять же, посидели, послушали лекцию про Рюриковича о том, что один народ и вообще это война провинций, не вмешивайтесь в нашу гражданскую войну. Ну и все. Так что, ребята, как бы мы ни хотели, были бы мы за войну, против войны, там, еще за кого-нибудь, а война будет продолжаться, и ничего с этим не сделаешь. Тут вопрос в том, каким образом эту войну, если хотя бы не выиграть, то уменьшить наши убытки от этой войны. Вот и всё. Так что готовьтесь, еще лет 10 будем в этом всем колебаться. Колыхаться, колебаться, нравится вам, не нравится. Обвиняете в том, Владимира в этатизме, меня в национализме, там, всех остальных в чем угодно. Ничего не изменится. Так и будем тут трахаться с этим всем. То, что наши просрали все, что могли были просрать, ну да. Так, тут никто с этим и не спорит. Это свойство государства просирать за что не возьмется. Ну, тут есть большой плюс, что деньги финансирования из Америки закончатся, так что придется, видимо, что-то делать и думать. Я надеюсь, по крайней мере. Кстати, и выборы, наверное, проведут, но просто эти выборы никто не признает. Если выберут не тех, кто нравится Путину, скажут, что списков же нет избирателей, можно рисовать вообще любую. У Зеленского сейчас все телевидение, радио, поддержка, наезд Трампа, то есть он вообще выигрывает выборы вообще без проблем. Так что не надейтесь. На это тоже. То есть те, кто хочет выборов, не надейтесь, что поменяется. Все так и будет. Ну, ладно. Это дело такое. Что-то я разговорился. Извините, сегодня оказалось меня много, но просто достало немножко. Главное, что я сдержался, не сказал ни одного матерного слова. Ладно, Владимир, у нас, кстати, еще позапрошлого раза есть вопрос. Ну, тоже касается войны. Владимир, понимаю, что мой вопрос опоздал, смотрел вас в записи. Но как военный военному, объясните, пожалуйста, ваше видение, как в ситуации отдельных батальонов проводить слаживание войск в мирное время и взаимодействие военное. Ведь получается, что каждый сам себе атаман. Ну, это вопрос по децентрализации армии, о котором мы постоянно говорим. На ком будет разработка стратегических планов военных действий, ну и тактика в масштабах полка или дивизии. Заранее благодарен за ответ. Ну, как и в случае, так сказать, бизнеса, будет на том, кому это надо. То есть все вот эти структуры, которые там что-то разрабатывают, придумывают и так далее, они либо возникают явочным порядком, то есть тогда, ну, это значит, что они нужны, да, то есть они нужны вот этим участникам, вот, они там заранее договариваются, так же, как, кстати, и сейчас, да, то есть, ну, сейчас тоже подразделения на поле боя, как правило, за редкими исключениями, у них уже вот эта вся процедура, так сказать, взаимного притирания проходит там, на месте. Вот. И первым делом, если там одно подразделение заходит, другое заходит, одно уходит, другое заходит, то, конечно же, там командир, нормальный командир, он либо сам поедет, либо кого-то пошлет, чтобы знакомиться, там, договариваться, смотреть, что там пришло. Вот, и уже там, исходя из этого, будет либо сохранять, либо менять уже свою собственную тактику. Оно происходит так все равно. Вне зависимости от того, что есть генеральный штаб, вне зависимости от того, что есть еще там несколько, значит, этих самых слоев различных бюрократов. Вот этих всех военных бюрократов, всех этих паркетных генералов, они как раз, они все должны пойти под нож. Потому что они не нужны. Они не нужны. Если есть потребность вот в такого рода вещах, да, то она будет реализована, значит, вот естественным путем, что называется. Вот. Даже можно, сказать, что можно заранее там договориться. То есть, к примеру, представим, что вот мы в мирное время там разрабатываем какие-то вещи, вот, планируем, как мы будем дальше воевать там, и так далее, там, либо не воевать. Вот. То понятно, что такой вопрос сразу же встанет. Вот, и все это можно отрабатывать на учениях, все это можно отрабатывать на разного рода военных играх, вот этих вот моделях там, и так далее, и так далее, и так далее. И смотреть уже, какая форма, то есть нужен ли или не нужен, во-первых, такой орган, да, и если нужен, то смотреть, в какой форме он может быть. Вот. Но в любом случае мы должны как бы исходить из того, что потребность в нем и его функции, да, и как бы ту роль, которую он должен играть, она должна вот, как бы идти от деятельности вот этих уже непосредственно подразделений.
То желательно, конечно, если мы говорим о мирном времени, то желательно в мирное время прокатать много раз, так сказать, провести разного рода учения, посмотреть, что из этого выходит, что не выходит. То есть могут ли люди там без них, допустим, да, решать какие-то задачи или нет, а если нет, то тогда давайте, значит, тогда создавать, тогда давайте отрабатывать, тогда давайте смотреть, какие у этих людей, значит, у всех этих планировщиков и так далее, какая у них должна быть роль. Потому что, ну, все мы знаем, что госплан это всегда ошибка, и большая ошибка, потому что люди, которые там планируют в штабе, они не знают, что происходит на местности, что происходит на поле боя. Точно так же, как в госплане не знают, что происходит, так сказать, вот непосредственно на поле боя, так сказать, уже в экономике. Вот, то есть они не могут залезть в шкуру каждого предпринимателя, в шкуру там, каждого директора, если это советский там, союз и так далее. Вот, поэтому это, конечно, всегда ошибки, это всегда растраты, это всегда в итоге кризис, бедность и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Просто надо понимать, знаете, какую вещь? На самом деле, что задать себе такой вопрос, а почему у нас одна армия, да? Одна армия. И тогда станет понятно, почему. Потому что это решение политическое. Это решение политическое. Военной как бы, потребности именно в такой ситуации, в том, чтобы она была одна на всю страну, и у нее было одно общее командование, нет. Да? Делается это для того, чтобы ее было легко контролировать политикам. Вот. Потому что когда у вас две, они там уже что-то там может там произойти, там одна может там сбунтоваться, к примеру, там, или восстать, или захватить власть, да, ну вот, а когда у вас одна, ну вот вы ее там, значит, там контролируете, там генералов меняете, которые вам кажутся, что что-то там себе думают по поводу выборов там и так далее, и все хорошо. Ну и, собственно говоря, и сама-то идея вот как бы правительства, там, государства, она на самом деле идет от армии, да, то есть мы знаем, что государство возникает, когда там какую-то территорию захватывают военные силы, там, значит, селятся вот эти вот все военные, вот, бывшие, вот, и, собственно говоря, вот они составляют из себя правительство, они составляют из себя там, будущих, значит, каких-то феодалов, вот, владельцев этой земли, но вот, собственно говоря, там можно посмотреть историю, например, завоевания Англии, то есть там это все в полный рост присутствовало, когда, значит, Вильгельм раздал своим, значит, рыцарям английские земли, на которых уже, кстати, были там саксонские бароны. Вот вся последующая история, это, значит, борьба этих вновь прибывших норманов вот, с вот этими саксами, которые там жили и которые были согласны, там, либо не согласны с этим новым правлением и так далее, и так далее. То есть все вот это вот оттуда, собственно говоря, идет. Да? То есть вот так возникает государство. Вот поэтому армия одна. Вот она как пришла одна, да, то есть вот поэтому она с тех пор и одна. И понятно почему, потому что если будет две, то они между собой подерутся, нам будет труднее, значит, их контролировать в такой ситуации. Вот. Но это порождает, ну, как бы такую ошибку, что мы думаем, что если армия у нас одна, то, соответственно, там и управление всегда должно быть какое-то одно, да, кто-то должен там, придумать какие-то планы там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть если смотреть от обратного, а вернее от начала смотреть, да, то есть от потребления, как в экономике нас учат австрийская школа, всегда надо идти от потребления. Потребление – это линия фронта. Вот. Где, собственно говоря, вот и вырабатывается этот продукт военный, да, то есть вот оборона от внешних там каких-то агрессоров. И вот эти люди, собственно говоря, они и должны лежать в основе всего, что дальше там уже возникнет. Всех цепочек, производства, которые возникнут отсюда. Вот. То есть они должны быть в основе, а не дядьки, которые там где-то в Киеве сидят и что-то там себе на картах рисуют, там фломастер. Ну, перевод войны вообще на рыночные рельсы – это обозначение стоимости любого мероприятия. Например, освобождение там, километра квадратной территории стоит столько-то. За это выделяются деньги. Получаете деньги, освобождаете территорию. Убийство вражеского солдата стоит столько-то. Там техники столько-то, узла связи столько-то. И все. Оно все может быть оплачено. Есть товар. Это определенные услуги военные, которые должны оплачиваться.
Ну, плюс ко всему, опять же, разговор про этих недра и копалины, он же тоже может решаться достаточно просто. Вот есть квадрат, там есть угольная шахта. Хотите угольную шахту? Вперед, захватывайте. И это ваша шахта. И можно быстро достаточно освободить все, что необходимо. Поэтому, привлекая иностранные инвестиции, иностранные войска, пожалуйста. Хотите шахту, вот вам шахта. Хотите месторождение лития, вот там стоят русские. Выбивайте ваше месторождение. Добывайте. Гамстед в чистом виде. А если перейдете границу дальше в Россию, ну кто же знает, где та граница. Ну ладно, это мы уже размечтались, все равно этого пока не будет. Вопрос. Привіт, у мене запитання, пане Володимир, чи плануєте ви випускати електронні версії книжок? Особисто я зацікавлений. Пишет нам наш. Ну, это немножко не ко мне вопрос, потому что я как бы не руководитель издательства. То есть я тоже за то, чтобы были там электронные книги, безусловно. И за то, чтобы была еще озвучка. Вот, потому что много... То есть я ни разу в жизни не слушал как бы аудиокниги, но знаю, что многие это делают. Многие это делают, там, когда ходят на... Если, вернее, и когда ходят они там, допустим, на какой-нибудь фитнес. Вот, и, ну, сейчас это мужчинам уже как бы делать нельзя, вот дамы, например, они ходят еще до сих пор. Вот, либо едут в машине там и так далее, слушают эти аудиокниги. Вот. Поэтому я думаю, что нужно, конечно же, делать вот обязательно озвучку этих книг. Другое дело, что есть там среди них книжки, которые, вот я так думал, над этим озвучить довольно трудно. В том смысле, что там много сносок, ну, как вы озвучите графики, например, да, или там таблицы какие-нибудь. В этом есть определенная проблема, но, тем не менее, я думаю, все это можно решить. Вот, потому что много есть потребителей для аудиофайлов. Ну и, конечно же, в электронные варианты, конечно же, делать надо. Тем более, что, ну, хотя бы PDF. Хотя бы PDF уже. Я уже не говорю там про другие какие-то, они требуют каких-то усилий, а PDF, он же верстка идет с PDF. Вот, книжка, которая печатается, там используется PDF, то есть уже есть готовая электронная версия, то есть там ничего не надо делать, просто выложить ее и брать за нее там денежку какую-то. Я бы делал так, что, к примеру, ты покупаешь книжку, там, допустим, вот если купил ты книжку такую, обычно, значит, в бумаге, ну вот, то ты вот автоматом получаешь и PDF-ку, к примеру, да. Вот. Ну и, соответственно, можешь отдельно купить, если тебе не надо, там, допустим, там бумажные книжки, можешь себе купить и PDF-ку тоже. Вот, за какие-то там более мелкие деньги, к примеру. Потому что, ну, спрос именно на электронные книжки и на аудиофайлы, он есть, и он довольно большой. И это сделать проще, чем действительно физически купить даже там почты там и так далее, но тем не менее, это, мне кажется, проще там 1-2 клика на сайте, и вот она уже у тебя. Ну, из PDF перевести в электронный формат, это ну, меньше минуты времени. На Ну деле. и насколько я знаю, что все читалки, они же PDF читают. Ну и PDF читать, ну можно же в любой электронный формат перевести, это онлайн-конвертером, я же говорю, это меньше минуты. Ну там бывает гемор. Ну надо делали. вычитать. Может быть, сейчас лучше уже стали эти конвертеры, но когда мы делали, то это было, я помню, там были какие-то там проблемы. Ну, сейчас еще с помощью искусственного интеллекта он вообще выжимки делает, выборки. Озвучить можно с помощью Eleven, ну, сайта, который искусственно озвучит. Я уже делал такие эксперименты, в принципе, нормально. Но некоторых людей раздражают эти электронные голоса. Пока тут у нас же здесь на канале есть книжки, озвученные электронным, ну, этим электронным голосом, есть отрывки, которые озвучены мною вручную. Ну, есть негативная информация, что электронные голоса людей раздражают. Но опять же, у нас тут на канале есть, я делаю выдержки из книжек, не полностью аудиокнижку, а там на 15 минут главные цитаты. Надо будет вернуться к этому процессу, просто физически нет времени, к сожалению. Да, я думаю, что мы вернемся к этому. Ну и поговорить о PDF-файлах. Кстати, книга Владимира «План Б» есть в PDF-формате, так что, если кому интересно, пишите, выложим. А, наверное, на сайте Libertarian Site я выложу, так что можете
скачивать и смотреть. По крайней мере, это никак не связано с авторскими правами и с издательством. Владимир план Б написал, PDF мы сделали, можно его будет скачивать. Все остальное это нужно с Чернышевым говорить. Так что вопрос Чернышеву задавайте вот через 2 недели в пятницу. Можете задавать им, почему нет электронных версий книжек на сайте Wellbooks, почему нельзя купить электронную книжку. И чем больше будет запросов, тем скорее это все решится. Вот. До этого мы... Следующий вопрос. Вы сами говорили, что в Сомали нет либертарианского права, потому что родственники могут претендовать на ваш доход. Но при этом, да, не государственная система права. Как реформировать эту систему? Любая государственная правовая система противоречит либертарианству, но не каждая негосударственная правовая система ему соответствует. Как из состояния сразу после государства перейти в АНКАП? Если поколениями сомалийцы жили при несовершенной с точки зрения либертарианцев правовой системе, что их заставит поменять свои правовые привычки? Пропаганда, просвещение или что-то иное? Вот такой длинный тут вопрос. несколько разных вопросов. Значит, от последнего давайте, то есть, что их заставит там и так далее. Ну вот книжку, которую мы перевели, значит, там один был интересный такой деятель, который жил в Сомали, он женился на сомалийке и жил, собственно говоря, благодаря этому человеку, я и знаю про сомалийское право, благодаря его книге, потому что сам он был юрист. Вот. Ну и мало того, он был как бы там в либертарианской тусовке. И вот у него была такая идея, к примеру, что дело в том, что там можно выкупить землю, если вы сами являетесь членом какого-то клана. У этого клана можно купить тогда землю. Да? То есть у него была такая идея, что приезжаем сюда, покупаем, вот у моего клана, ну, понятно, что если он был, значит, женат, он входил в этот клан, вот, покупаем у них землю, создаем там свой клан, что, так сказать, препятствий для этого никаких нет, это не отделение там от государства, то есть там никто воевать с вами не будет, пожалуйста, значит, создавайте, если хотите, свой клан. Вот. Где используем, опять-таки, там сомалийское вот это право, но с вот этими своими как бы особенностями. Вот. Почему? Потому что... кстати говоря, он говорит, ну, там писал, что вроде как там старейшины, с которыми он говорил, они совершенно не возражали, говорили, ну, если тебе хочется, пожалуйста, если мы увидим, что это лучше, вот, а что это хорошо работает, мы тоже будем использовать. Потому что это право, оно же подвижное, оно же там нет какого-то кодекса, да, где там все написано. Вот. Оно, с одной стороны, конечно же, очень такое жесткое, потому что ну, традиция, она даже иногда жестче, чем кодекс, вот, потому что за ней же не только блюдет тот, кто владеет этой книгой священной, да, вот, а за ней блюдут и все остальные. То есть по понятиям ты судишь или нет, да, то есть вот это же будет вот, очень важно для всех прочих, поэтому за счет этого как бы традиция как бы и сидит, да, слабость писанных кодексов в том, что вот этого как раз элемента в них нет. Вот. То есть кто-то написал, тут начальник, вот как написано, так и будет судить. Все. А все остальные это уже просто тех, кого судят. Вот. А в обычном праве не так. То есть я сужу, но есть люди, которые, значит, следят за мной, потому что если я сужу не по понятиям, а как-то иначе, то меня как бы уже... Я больше судить уже не буду, потому что я неправильно сужу. Вот. А понятия они знают все с детства, то есть там же нет там вот таких вот огромных кодексов, как сейчас. Там достаточно простые вещи, которые там ребенок может усвоить вот, легко. И они это усваивают и знают там как и что. Другое дело, там детали, понятное дело, там всякого рода уже там то, что связано с конкретными делами, кто там кому должен, да, это все уже элемент как бы там судейского искусства. Но основные вещи, как бы связанные с правом, все эти люди знают. Да, так вот в такой ситуации, конечно, его подвинуть вправо-влево, такое право очень, очень трудно. Вот. Но если видят, что это дает какие-то преимущества и дает какой-то успех, то они тогда будут меняться. Вот. К сожалению, он умер, этот человек, и проект этот как бы закрылся, и больше некому было его делать, и знамя, так сказать, упало, и некому его подхватить. Вот. Поэтому, так сказать, если у кого-то есть желание, то
то можно попробовать это, так сказать, еще раз сделать, там, повторить, поехать туда, значит, и так далее. Я, правда, не знаю, какое там сейчас состояние дел, и чем оно там отличается от того, что там было раньше. Вот, потому что там постоянно происходят какие-то изменения, какие-то. И все они связаны с попытками там установить таки какое-то там, это самое там, государство. Вот. Но, как правило, все они, значит, заканчиваются провалом, потому что сомалийцам государство не надо. Вот пока что, да, пока что. Может быть, их вот убеждают 30 с чем-то лет, что оно им нужно изо всех сил. Там USAID, там и все вот эти вот, они же там тоже присутствуют в полный рост. Вот, и пихают туда, значит, своих этих кретинов, значит, вот, которые, значит, там местным, значит, этих самых там местные кланы пытаются вот убедить в том, что им срочно нужно там центральное какое-то правительство, еще какая-то такая хрень. Вот. Что касается, что там еще было у нас? Сейчас вернемся. Секунду. Там, по-моему, ну, в итоге все сводилось, по-моему, к этому вопросу. Ну, там все сводилось к тому, что заставит поменять правовые привычки. Пропаганда, просвещение или что-то иное. Ну и как из состояния пример. сразу после государства перейти в АНКАП. Ну, Да. Ну, то есть в случае там Сомали, они готовы следовать примеру, да, то есть если более как бы, то есть клан это, он формально будет, ну, как бы находиться в правовой системе вот той, да, вот, но если там ему будет лучше, условно говоря, от того, что у него будет вот такое вот право с такими изменениями, ну, так тогда есть шанс большой, что эти изменения постепенно распространятся и по всем остальным кланам. Вот. А в случае там от государства к АНКАПу сразу, ну, это на самом деле, как вам сказать, то есть, если у вас в головах, условно говоря, уже АНКАП, да, то тогда этой проблемы нет. И тогда государство, оно просто тает, как бы, там, исчезает. Вот, потому что у вас уже все, ну, вам уже все известно, то есть вы уже знаете все, как оно просто, ну, как было с Советским Союзом, то есть он просто перестал быть нужным, и это видел своими глазами людям. То есть они после августовского путча, они вот убедились в том, что, ну, нахрен он впал. Вот. И хотя там понятно, что многие еще думали, что оно там как-то может там возродиться, улучшиться или что-то с ним случится. Вот. Но думали они это скорее как бы самоуспокаивающе. Но они, ну, как бы ничего не делали для того, чтобы он сохранился. Вот. И если у вас такая же как бы история будет с государством, когда люди уже понимают, что оно не нужно, то тогда все это делается очень просто, как я говорил, то есть тогда на политическом уровне просто, условно говоря, там подписываются там документы про ликвидацию, вот, про то, как мы, значит, дальше распределяем остатки, значит, вот этого всего между собой, кому они там идут, кому не идут и так далее. Вот, и на этом вся история как бы этой структуры заканчивается. Вот. А если у вас, как у Милея, например, есть политическая власть, но у вас у населения в головах АНКАПа нет, ну тогда вам тяжело. Тогда вы становитесь там уже реально как бы классическим либералом, ну, собственно говоря, что он и говорит. Вот. И действуйте в рамках как бы классически либеральных различных схем в надежде на то, что улучшение благосостояния людей, вот, оно как бы позволит вам, ну, сделает их более, ну, как бы независимыми, да, и в итоге шансы, условно говоря, на АНКАП, они повысятся в дальнейшем. Но так вот, допустим, как Милей, да, сверху АНКАПа, конечно, никакого построить нельзя. Потому что весь АНКАП, он в голове прежде всего. Так, у нас есть вопрос, я думаю, мы без него сегодня обойдемся, но не обойдемся. Владимир, как вы можете прокомментировать последние события, связанные с Трампом? Он бубочку диктатором назвал, заявил, что если не подпишут сделку по ресурсам, не отдадут США 500 миллиардов, будут проблемы у Киева. Зеленского назвал плохим переговорщиком, его за стол с большими дядями не позовут. Все без Украины будут решать. Говорит, что ему осточертела война в Украине, он хочет полную остановку огня. И Украина, как напавшая на Россию страна, должна это сделать. Как это говно можно рассудить, что происходит, по вашему мнению?
Кстати, тут вчера вечером, если вы, наверное, рано легли спать, то я вам сообщаю, что вчера Трамп сказал, что Украина должна не 350 и не 500 миллиардов, а 90 там с чем-то, потому что 61 миллиард на оружие и 31 миллиард помощи правительству, так что уже ставки упали. Маск же сказал, что деньги разворовали в Штатах. Он написал твит, что, оказывается, деньги в Украину не дошли. Зеленский уже легитимный, и с ним будут подписывать буквально на днях сделку по копалинам. Сейчас их Ну да, так согласуют, что и все. Кит Келлах написал, что уставший непобедимый Зеленский, там, народ Украины, ого-го, все хорошо, мы победим. Ну, то есть, я все время вспоминаю старый анекдот. Помните о том, что когда приходит депутат домой, і говорить: Жінка, неси мене быстро тазик, мене нудить. Она несет, пока бегал, он говорит: все, концепция изменилась, я всрался. Поэтому тут примерно оно все то же самое. Ну, собственно говоря, вот ответ на вопрос. Но нас просто всех, ну, как бы шокирует такое поведение, потому что мы к нему, ну, не привыкли. А на самом деле это хорошо в какой-то степени. Ну, я понимаю, да, что чувство там многих оно задевает, и мои тоже. То есть мне, мягко говоря, неприятно все это, значит, слушать и смотреть, даже мне, да, там человеку, который там глубоко презирает, собственно говоря, там того же там Зеленского и любого вот этого вот гада, значит, там Ермака особенно. Вот. Ну и в принципе политика, да, то есть я к политикам отношусь как к бандиту. Но вот он и бандит, понимаете, вот он и бандит в полный рост со всеми, значит, кози-бози, вот это вот все. Вот это хорошо. Я считаю, что это хорошо. То есть, по крайней мере, я говорю в данном случае, опять-таки, пусть сейчас начнется, что вот сказал, значит, не то сказал, понимаете, хорошо, я имею в виду не последствия, там, которые могут от этого там наступить в виде там плохого мира, да, о котором я говорил вначале. Вот. А то, что мы видим, ну, собственно говоря, суть любого политика. Вот, все политики такие. Либо это просто какие-то, значит, уже другая крайность, это какие-то уже полностью там травоядные, как в Западной Европе сейчас. Но они как травоядные? Они травоядные только там, где надо что-то делать. Там у них вдруг какая-то там травоядность, там, где надо показывать качества, которые от них ожидают. Вот. Быть там решительным, противодействовать врагам, там у них сразу, значит, они превращаются в корову, значит, в жалкую. А вот в плане того, чтобы там что-то больше чего-то съесть и уесть, значит, у тех, кто, ну, слабее их, у них все хорошо, они такие же хищники. Вот просто, ну, возьмем, значит, тот факт, что там в той же Германии там политзаключенных сейчас, наверное, больше, чем было в Восточной Германии там, во времена Штази. Вот, то есть людей там садят за посты в фейсбучиках там и так далее, то есть вот это вот все. Ну и в Англии та же самая хрень. Вот. То есть там у них с энергией как бы и с активностью все в порядке, да, но вот, допустим, там против Путина какого-нибудь или даже против Трампа почему-то у них сразу же вот это вот все. Но так или иначе, я говорю, это все как бы качество политика, просто теперь они на виду. И это хорошо. То есть надо просто говорить, вот смотрите, вот такой, как Трамп, любой на самом деле из них, он точно такой же. Ну, просто он говорит там красивые слова. Вот. Мы видели другую крайность, мы видели Байдена перед этим. То есть у нас сейчас идет такая вот, ну, как бы просто показывают, понимаете, если там Господь есть, да, то вот он нам сейчас показывает, смотрите, опа, видите, какой козел, а тут, значит, после него, опа, а вот теперь другая крайность может быть, видите, вот какой козел, вот, и все так смотрят, ой, так не должно быть, а мы же там привыкли, там, в книжках читали, там, про Черчилля, там, и прочего всего, вот этого вот, про Гладсона, там, про Дизраэля, а где же эти все люди, а почему вот мы видим теперь вот такой вот кошмар? Вот. Ну так прозрейте уже, прозрейте. Вот этот кошмар, он был всегда на самом деле. Просто раньше, ну, как бы в силу разных причин, да, которых можно написать 4 там, диссертации, вот оно все в итоге пришло к такому варианту, когда оно уже не скрывается. Когда оно уже не скрывается. Вот, опять-таки по разным причинам, то есть, ну, первое, что не надо скрывать уже. Вот, вторая, что оно уже так деградировало, что оно по-другому уже и не может. Вот. Ну и много-много-много. То есть идет как бы деградация государства, что в принципе тоже хорошо. То есть там процессы идут разные. Да, то есть, ну, как бы сопротивляться этому всего, оно пытается за счет того, что вот переходить на новый уровень. В данном случае у нас это переход, попытка государства перейти на глобальный уровень. То есть здесь оно все засрало,
разрушила, но есть еще куда ему текать. Да? Мы теперь станем глобальным, будем глобально все засирать, все рушить. Вот. Это, собственно говоря, распад происходит по той же схеме, да, то есть рушится все, значит, сверху, они все текают вниз, да, вот там Советский Союз, значит, там сверху разрушился, они все, значит, втекли в республики, ну, кроме Прибалтики, просто в силу там их истории. Все остальное, значит, сугубо под одну копирочку, то есть везде там, значит, правят эти самые бывшие, значит, элиты там, вот, и они все сбежали, значит, быстренько от высшей вот этой власти, значит, в Советском Союзе, потому что она рухнула. Да, они сбежали вниз. Но точно так же происходит, когда снизу, значит, все разваливается, они себе сочиняют, придумывают, легализуют какую-то верхнюю как бы структуру, на которую они пытаются перебраться. Вот сейчас это как бы глобальная такая хрень. Вот. А внизу все уже достаточно в руинах, все уже лежит. Вот мы, собственно говоря, эти руины и видим людей, которые шастают по этим руинам. То есть Fallout у нас такой там своего рода, то есть вот там вот мутанты разные, значит, там с огромными пулеметами. Вот, то есть все это присутствует сейчас вот в мировой политике. Поэтому это прекрасно, потому что у людей, я надеюсь, по крайней мере, будут открываться глаза на то, как это все устроено, на то, как это все действует. То есть мы видим сейчас это вот прямо вот онлайн происходит. Вот наезд, откат, там, ты мне должен там эти самые редкоземельные металлы всякие, которых ты нет. Вот, и все такое прочее. Но говорят, что это на самом деле вся история из-за того, что они друг друга не поняли. Что Зеленский сам предложил эту тему, но он имел в виду одно, а Трамп понял его по-другому, прислал там министра финансов своего, а этот не подписал, и Трамп, значит, встал сразу на дыбы, потому что, что это такое, ты типа сам мне предложил, а теперь, значит, вот отказываешься, да, то есть, вот так вроде как это все выглядело, вроде как вот так вот все это выглядит, я не знаю, можно этому верить или нет, но вот такая есть история, именно конкретно по этому вот эпизоду всех этих взаимоотношений. Да. С другой стороны, там непонятно, что происходит. Единственное, что тут теперь уже интересно, мы когда-то говорили, что Россия развалится, а это повлечет за собой развал уже Китая, Евросоюза, США. Но тут похоже, что США могут развалиться, и это повлечет за собой развал Евросоюза, Китая и не России. И вот тут проблема. Нам бы лучше, чтобы Россия сначала развалилась. Посмотрим, как там Калифорния будет выходить из США или нет. Калифорния только в 2028 году будет голосовать на это. И то после этого еще там они только комиссию создадут. Если создадут, то есть это еще как бы долго. Вот, вся эта волынка. Но я же говорю, я приветствую выход Калифорнии, там, особенно Калифорнии, то есть нахрен с пляжа. Там, а дальше уже, что называется, посмотрим. Там уже канадцев был твит о том, что хорошо, что в Штатах, что в США система штатов, поэтому Канада будет перерастать поштатно. То есть новые провинции Канады будут появляться. То есть стёб пошел вообще в разные стороны. Почему? Массачусетс давно нравится Канада. Он демократический штат, может присоединиться. Почему бы и нет? Вслед за ним Мэн, там Коннектикут, и будет такая Канада. Да, какая разница, с другой стороны. Тут нас спрашивают, как считать, это странная эпидемия в ЮК и Германии, когда призадумаются, куда идет? Какой-то форс-мажор, чтобы общество объединилось и выплюнуло тупиц из власти? Такой странный вопрос. Не совсем понимаю, о чем это. Ладно, я его зачитал, мы его не поняли. Дес, извините, не поняли. Что-то как-то... имеется, даже не знаю, у меня нет варианта. Короче, ладно, будем сегодня заканчивать. Такой у нас сегодня получился экспресс-эфир. Мы достаточно быстренько, за часик управились. Новых вопросов у нас нет. Нам пишут, что-нибудь да развалится. Ладно, это хорошо. Развалится и развалится. Трамп же, что из хорошего еще, там же зарегистрирован закон о выходе США из ООН, то это вообще будет счастье, как по мне. Если еще и он развалится, то вообще. Кроме того, что Трамп издал указ о дерегулировании финансовой системы США, но это отдельная история, нужно будет, наверное, это отдельно говорить, потому что такая глобальная вещь, когда
все эти регуляторы в США будут отправлены нафиг. И посмотрим, Там к еще чему это интересная приведет. история с Форт Ноксом. То есть мне интересно Ну будет да, и там. поездка в Форт Нокс, конечно. Да, потому что это такая фигня, это такая священная как бы хрень, которая множество, ну, там же куча теорий заговоров есть, ну, я в данном случае в кавычки беру это выражение, ну вот, потому что мы видим, что большинство из них оказывается правдой, вот, но поездка может преследовать две цели, то есть первое снять вообще вопрос, ну вот я был, я же видел, что золото есть, все нормально, да, вот. А вторая реальная, если бы это было реальное как бы, беспокойство по поводу наличия там золота, это, конечно же, серьезный там аудит, вот, серьезная проверка, там, потому что там же ходили еще истории о том, что на самом деле лежит вольфрам, как бы сверху покрытый золотом. Я уже не помню, почему используется вольфрам, наверное, потому что он там по весу такой же получается, наверное, да, или еще почему-то по каким-то причинам. Но вот тем не менее, что в виде золотых слитков на самом деле там лежит вольфрам, сверху покрытый золото. То есть если вот это будет еще проверено, тогда это, ну, можно воспринимать, конечно, всерьез. Вот, это правда, да, это так и есть. Вот. А если это будет чисто шоу, значит, что вот они туда приедут с маском, походят там, значит, их покажут, значит, где-то, что они там среди слитков, значит, как-то перемещаются, то, конечно же, это будет скорее легитимизация того факта, что что-то там, что-то там случилось. Но на самом деле, типа, все хорошо. Все хорошо, и уже там следующему какому-нибудь там президенту, не президенту, уже там неважно, кто, как, что, вот, останется этот вопрос. Останется. Потому что, ну, такого рода действительно шоу, оно проблему не снимет. Вот, наличие там золота. То есть там действительно надо проверять, есть ли действительно ли там золото, да, и сколько, и если есть, то сколько его там. Вот. Но то, что он на святое вот это покусился, да, это тоже как бы уже о многом говорит. Вот. Потому что, ну, как бы есть две идеи по поводу того, что происходит, и обе они имеют право, право на жизнь. То есть одна идея, скажем так, такого вот идеализма, вот, что это, значит, действительно движение, ну, движение права действительно есть же, да, и мы видим, что это широкое, скажем так, народное движение, назовем его не право, а народное, потому что там все там, на самом деле, в нем участвуют, там и левые, и правые, ну вот, и что оно вот привело Трампа, и теперь будет, значит, оздоровление там и так далее, вот, а есть теория, что это, как бы, на самом деле, отвлекающие, условно говоря, маневры там государства, потому что Байден слишком легко отдал власть, как-то так, потому что все же думали, что вцепятся, значит, зубищами, там, всем, чем можно, вот. Но как-то он так легко это все, значит, отдал, вот, и Трампа запустили, чтобы он, значит, скорее там проводил там имитацию этого всего процесса. Имитацию всего этого процесса, борьбы с глубинным государством, в результате которого глубинное государство выживет и, может быть, даже еще станет более сильным. Я думаю, что имеет место и то, и другое. Вот. Просто посмотрим, ну, условно говоря, чья возьмет, да, то есть, потому что без как бы тенденции, без спроса на вот обновление, оживление там и так далее, никакое шоу такое провести нельзя. Да, это как рассказывают, что 5 миллиардов потратили, значит, на Майдан, и поэтому они Майдан организовали, значит, и так далее. Нет, я верю, что они потратили 5 миллиардов, но Майдан это, ну, как бы без Яныка Дурнова и без желания людей, так сказать, выйти на этот Майдан, его бы не было, сколько бы денег они туда не вбухали, потому что, ну, как бы люди, которые живут в Киеве, они со мной согласятся, что на этой площади постоянно проходили Майдан. Просто вот это вот все американцы не знают на самом деле. Юля там что-то мутила там и прочее, прочее, прочее. Почти всегда это были платные Майданы, мы их все видели. 3 коллеги, значит, у которых там знамен больше, чем, значит, чем людей, вот, с какими-то там плакатиками. Вот это вот Майдан за 5 миллиардов. Вот такой, ну, в такой Майдан я верю, да. Вот, что это можно купить там за 5 миллиардов. Вот это все, что вы можете купить. Вот. А Майдан такой, который не влазит в эту площадь и выходит, значит, на там полкрещатика еще там с одной стороны и в ту сторону, значит, тоже. Вот. Это вам, значит, не хватит там этих денег, да, чтобы вот столько людей вы купили, чтобы они вышли там и стояли, и гибли, значит, и мерзли там и так далее. Вот.
Точно так же и здесь, да, то есть, ну, возможно, какие-то люди там пытаются что-то там спасти, и у них какие-то там грандиозные планы, но с другой стороны есть широкое народное движение людей, которых это все достало, вот, и которые хотят каких-то изменений. Ну, посмотрим, что из этого получится. Кстати, технология Майдана 2004 года, там, июля, еще там, паристы, еще многие пытались продавать Майданы. Там целая политтехнологическая тусовка была, продающая Майдан. Но это ж не Майдан, это имитация. Поэтому Майдан немножко другой. Ладно. На этом давайте будем заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел. Бурлением говен удовлетворен. Продолжим дальше. В следующий раз. На сегодня заканчиваем. Мы сегодня быстренько. Всем спасибо и до встречи. Те, кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Те, кто ставьте лайки, пишите комментарии. Можете покупать первую выпущенную либертариан сайт Memcoin, который называется Bastion. Ну, понятно. А потом, когда мы его раскрутим, будем им рассчитываться друг с другом. Будет такая внутренняя валюта. Если получится, конечно. А не получится, значит не получится. Так что первый мемкоин у нас есть. Можно его покупать и использовать по назначению. Поэтому всем спасибо. Ну, это, кстати, мы еще не обсудили, как бедного Милея за мемкоины за это попытались его обвинить в том, что он раскручивал мемкоин не нужно. Но мемкоин это сувенир. Поэтому, если вы нравятся вам сувениры покупать, покупайте. Не нравится, не нравится. Ну ладно, история про биткоины, криптовалюты и все остальное, это Ник Владимир, это мы отдельно поговорим как-нибудь потом. У нас есть первый покупатель нашего мемкоина, Брюс Кинг. Спасибо на $25. Молодец, спасибо большое, это замечательная история. То есть мемкоин летит в космос, у нас курс растет. Вы можете покупать там на 0,1 соло минимальная цена, то есть будет постоянно подниматься цена. У нас цель $70 тысяч, капитализация, и тогда у нас будет нормальная супервалюта. Все, всем спасибо, кто нас поддерживает, спасибо, кто пишет комментарии, спасибо, кто нас хает, ругает, распространяет со всеми любимыми комментариями о том, какие мы плохие. Пожалуйста, вперед. Чем больше о нас людей знает, тем лучше, неважно в каком смысле. Все, всем спасибо, всем пока. До свидания. До свидания.